Последние новости за неделю. Поехали. Первая новость на сегодня. Сегодня вышел фильм Backrooms. Честно скажу, я вот обязательно посмотрю. И вообще, как минимум, как-то по трейлеру, он очень классный. То есть, что могу сказать, что как минимум критики, которые уже посмотрели, ставят этому фильму от 84 до 90%. То есть, всем зашло. Все хвалят за атмосферу, за звуки. Но вот те, кто пишут о минусах, пишут о том, что как-то, как-то иногда медленно, то есть в конце как-то не хватает ответов на вопросы, типа, что там, как там. Ну, в общем, вроде критикам зашло, А по ТикТоку, вот я уже вот проснулся сегодня, уже многие там видео в ТикТоке выкладывали, как, типа, просто они сходили на Backrooms. Кто-то говорит, что это лучше, что я видел, а кто-то говорит, что это худше, что я видел, и слишком переоценен. То есть, посмотрим, но я лично думаю, что как минимум по атмосфере, так сказать, звуку, такими звуковыми эффектами будет вообще на высоте. А как сам сюжет расстроится, я не знаю, посмотрим. 22 мая вышел Лего Бэтмен, и всем, опять же, хвалят эту игру, говорят, что это вообще лучшая игра вообще про Бэтмена и вообще Лего игра, что там вообще очень, опять же, атмосферно, классный город, классные всякие отсылки в городе, всякие визуалки. И из минусов только говорят про сюжет. Не потому, что он крутой, наоборот, говорят, что сюжет очень классный, но он слишком маленький. То есть там, по-моему, 15 часов основной сюжет. И вот многие говорят, что это такой один из единственных минусов вообще самой игры. Опять же, мне буквально там несколько дней назад в ТикТоке попадались видео, и на самом деле, да, это прикольно выглядит, я, наверное, сам поиграю, потому что, вот, и сейчас вы видите перед собой, просто геймплей, типа, как выглядит, то есть, на самом деле, прикольный. Я лично, вот, опять же, не буду точно говорить, но, по-моему, говорят, что там очень большая карта. Опять же, я не помню точно, то есть, возможно, это там я что-то неправильно понял, но вообще заявляется, что там большая карта. Увидите свой сюжет. Геймплей. GTA 6, да, я в прошлых новостях рассказывал про нее, и сейчас просто чуть расскажу, что пока нету информации, третий трейлер не вышел, и вот буквально, по-моему, 6 дней назад было вот это совещание, типа, инвесторами, я забыл, как оно называется. И там только все, что из таких основных, то, что подтвердили, да, 19 мая GTA 6 выйдет. Я уже и не сомневался к этому моменту. А больше нет информации, третий трейлер, не знаю, когда выйдет. Но опять же, вот многие говорят сейчас, опять же, там, кто-то говорил неделю назад, что выйдет вот буквально на днях. Но опять же, сейчас говорят люди, что выйдет где-то в июне или в конце июня. Лично, опять же, я не отхожу от своей позиции, мне кажется, выйдет либо в конце июля, либо в начале августа. Скорее всего, да, наверное, выйдет в июне, но посмотрим. Опять же, просто хочу напомнить, что маркетинговая кампания начинается летом, а летом в Америке начинается с конца июня. По чемпионату мира по футболу Палмер, Фоден, Коу не поехали на чемпионат мира со сборной Англии. Их новый тренер, я не помню, как его зовут, он не включил заявку, и по этому поводу я могу сказать только одно, что, конечно, нет, две могу вещи сказать. Конечно, с одной стороны, да, жалко, потому что хотелось бы их увидеть на чемпионате мира, они там такие молодцы, но с другой стороны, это новый тренер, потому что раньше был один, сейчас другой, и у него, наверное, уже есть как минимум тактическая схема, и они просто, наверное, не подходят под его схему, и поэтому не взял. То есть, опять же, я ничего не могу сказать, я не разбираюсь прям в этом вопросе, но, опять же, если будет результат, будет круто. Если не будет результата, тоже ничего не могу сказать, но тут явно то, что он их не взял, не потому, что он так их недолюбливает, а потому что, есть у него некая схема, 100%. Травмы футболистов, которые сейчас, по идее, должны поехать на чемпионат мира. Ламин Ямаль получил травму от коленного сухожилия, и он не будет играть в первом матче на чемпионате мира. Также, да, он получил травму. Неймар получил травму, и он не будет играть на первом матче. Что за травму получил? Он получил травму, у него проблемы с икроножной мышцей, и он не будет играть на первом матче. Это на самом деле, нет, на самом деле, я говорю, я просто видел в ТикТоке, опять же, видео, где там показывали Неймара, который не играет, по-моему, последний матч в
Аль-Насре, ну, именно в сезоне, потому что, типа, готовится к чемпионату мира. И тут он получил травму. Ну, нет, грустно, я бы хотел его увидеть на чемпионате мира. Потому что этот чемпионат мира будет последний для очень многих футболистов. Для Модрича, Месси, Роналдо, Неймар. Нет, скорее всего, мне кажется, он будет играть в следующем еще чемпионате мира. Еще он не такой старый, чтобы не играть. Хотя с его травмой, ну, посмотрим. Дальше не будет играть на чемпионате, последний раз играет на чемпионате мира Нойер, кстати, он вообще не должен был играть на этот чемпионате мира, но все же ему, так можно сказать, в последний момент его включили в заявку. Ну, в общем, естественно, новости сказал, ну, там, через 2 месяца выйдет новый фильм про Человека-паука, через 2 дня лето, ну, такие новости. И что еще хочу сказать по новостям, именно которые у меня, опять же, да, это такая мини-традиция. После всех новостей, которые в мире происходят, говорю про свои. В общем, ТикТок я завел, он будет, скорее всего, ссылки, ну, в описании будет, ну, возможно, нет, я подумаю, просто дальше, по новостям Кии у меня, в принципе, ничего, это звуковая дорожка, опять, просто это, вот, знаете, вот, просто, главное моя пока, ну, как сказать, без плохого слова, главное моя. В общем, насчет звуковой дорожки, это главная моя неудача. Почему? Потому что все же, даже этот ролик, скорее всего, не выйдет сразу же звуковой дорожкой, потому что, опять же, я этот ролик снимаю в пятницу, выйдет он в субботу. Ну, за один день не успеет загрузиться. Поэтому, скорее всего, следующий ролик, посмотрим. Если завтра смогу нормально записать, потому что завтра выходной, завтра у меня родители дома, я, наверное, не смогу нормально записать. Ну, в общем, уже в следующей неделе точно будет ролик выходить сразу же звуковой дорожкой английской, но, опять же, напоминаю, не с моей именно. Почему? Потому что, опять же, повторяю, если не смотрели другие ролики что у меня пока недоступна эта функция, то есть пока ее нет. Как только она появится, ну, именно функция, чтобы я мог свой голос не добавлять. То есть у меня пока есть только чтобы от YouTube. Пока своей почему нет. То есть я помню, у меня, кстати, один раз она была, то есть она была вообще в одних из самых первых роликах, вообще в самых первых. Но она мне тогда просто не нужна была. Мне наоборот нужна была от YouTube озвучка. А сейчас мне наоборот нужно не от YouTube, а от своя, но нету. В общем, буду ждать ее, как только появится, буду свой голос заливать. Но, кстати, там обновление, опять же, еще раз скажу, мне как с прошлого ролика, что там обновление вышло, сейчас более-менее звуковая дорожка нормальная. То есть. Так что этот ролик выйдет, скорее всего, ну, звуковая дорожка английская через несколько дней, ну, как только она загрузится, типа, от YouTube, потому что я никак не влияю на этот процесс. Кстати, как я и предполагал, ролик вот этот с Мистер Бистом, где я рассказываю про его путь, сейчас, ну, вот все, там осталось, по-моему, вот секунду 43. Там осталось буквально 10 просмотров набить, и он станет самым популярным пока на моем YouTube канале. Ну, нет, конечно, я делал прикольно, типа, что вот, у меня там сколько, 8 лайков на нем, ну, 8 лайков, ну, прикольно, 500 просмотров на нем. Не, конечно, это прикольно, но чуть-чуть, конечно, чуть слегка. Ну, нет, понятное дело, это прикольно очень, но, конечно, чуть мини-мини грустно, типа, что, ну, он столько набрал, потому что там, ну, да, обложки был Мистер Бист, потому что я рассказывал не про себя, а про Мистер Биста. Но, как я и говорил, что это единственный раз будет, когда я буду про каких-то блогеров делать обзоры, ну, потому что все же это YouTube-канал, еще раз повторюсь, про меня. Вот. И еще что хочу сказать, спасибо большое, что подписывайтесь, потому что у меня уже подписано 30 тысяч человек. Это невероятно. И, ну, записываю ролики. И вот последнее хочу сказать, и все, я пойду свои дела делать, потому что уже много времени, мне еще нужно другие дела делать, но не суть. То, что хочу сказать, что просто хочу так слегка просто напомнить там. Хочу просто сказать, что не, ну, вы видите, к примеру, вот у меня вот вчера, ну, вышел ролик последний еще. За 4 минуты предлоги рассказываю. Или, к примеру, видите, вот этот ролик, или на прошлой неделе про последние новости. Опять же, хочу, ну, просто так слегка просто сказать, что, ну, потому что меня иногда чуть я могу чуть слегка нервничать, ну, что могут люди подписываться и думать, что этот вот YouTube-канал про там английский или про новости, типа, нет, это я вот сейчас записываю пока, ну, потому что пока у меня нет идей, и плюс, ну, все равно я болтаю на камеру, вот я сейчас рассказываю после того, как рассказал про другие новости, вообще во всем мире рассказываю сейчас про свои, но все же хочу просто сказать, что напомню, что это такой ролик, YouTube-канал у меня такой больше, ну, не больше, а про меня,
И вот все, что пока я записываю про насчет английского, а вот там про там всякие новости последние, это я пока записываю, ну, потому что какие-нибудь там реально прикольные челленджи, ну, всякие челленджи, ну, я не знаю пока. Ну, в общем, ладно, наверное, фигню сейчас какую-то скомкал, но просто хочу сказать, что, ну, опять же, хочу просто... В общем, блин, я сейчас такую фигню проговорил, наверное, вырежу, ну, посмотрим. А то, что этот YouTube-канал не про новости, не про английский, это я пока сейчас выкладываю, вот. И, в принципе, спасибо, что посмотрели меня, и пока.